Всем привет, с вами Дэн, Атовак, и у нас новиночка, а вот эту модель Тарантула я взял себе в Гонконге. Короче, горячая новиночка Атовак, давайте открывать эту большую коробоньку. Так, ну, кто вдруг не смотрел предыдущее видео, это гонконгский микробренд, который специализируется на часах с необычной индикацией времени. Много там креатива, много уникального всего, поэтому, я надеюсь, сегодня будет вам интересно. Так, ну здесь прям что-то много всего. Так. Дорогая бумага, сразу чувствуется, да? Unique Timepiece, уникальный. И здесь Джонни Дэнг, значит, нам тут подписал и гарантийную карточку положил. А здесь, соответственно, инструкция. А здесь, что у нас? А здесь еще и ремешочек, а? Второй, значит, на часах есть еще один ремешок. А здесь у нас резиновый, черный. Ну, пока его немножко в сторонку отложим и перейдем уже к коробочке. Ну, я был у дилеров Атовак и даже, по-моему, вставлял вам кадры в ролик про Гонконг. Нажать. Вот так. Вот это я понимаю, а? Ой, какая красотулечка-то. А, давайте снимать скорее. Так, скорее. Ну, коробочка здесь царская. У Атоваков с этим вопросов нет. О, слушайте, блин, кайф, просто кайф. Да, ну прям такие злые, агрессивные, ядовитые часы. Называется Атовак Кобра вином, яд кобры. У них есть линейка Кобра, но это новинка, и она вышла в таком супер лимитированной версии. И это для них первые часы из углеродного волокна. Были карбоновые, а сейчас здесь углеродное волокно. Ну, прям необычно, уникально все выглядит. И, ну да, если это яд кобры, то, да, такие часы прям злобные, серо-черно, такие желто-оранжевые, прям действительно яд чувствуется. И, конечно же, характерная для Атовак крайне необычная индикация времени. В этой версии, ну, понятно, что и в одной, и в другой версии есть вот эта фишечка, да, с тем, что у нас такими наконечниками, здесь как зубцами ядовитыми, да, демонстрируется время. И у меня в Тарантуле то же самое, когда получается вот, да, у нас... Ну, давайте сразу про время расскажу, а потом уже про характеристики часов, потому что, наверное, сразу не очень понятно, да, вот мы здесь с вами подзавели механизм, ну, можно и часы потрясти немножко, и получается здесь на самом деле достаточно все просто, когда вы привыкаете. У нас вот здесь, в общем, это как однострелочник, который показывает сразу и часы, и минуты. Здесь у нас час, да, единичка час, и здесь почти 35, то есть час 34 сейчас время. Ну и со временем, если так можно сказать, все это движется, да. У нас идет час 40, у нас час 45, час 50, час 55 и уже 2. И вышел второй наконечник, второй зубец, который показывает на 0, да. И мы уже по нему время определяем, он идет. Прошел, вышел 3, 4, 5, ну и так далее. И сначала, может быть, да, кажется, ну как-то все необычно, а потом ты понимаешь, ну, в принципе, бросил взгляд, причем на небольшой, действительно, здесь какой-то радиус, и сразу перед тобой возникает это самое время. И поэтому с читаемостью здесь неплохо. Я бы даже сказал, что здесь читаемость намного лучше, чем в Тарантуле, потому что в Тарантуле, может быть, вот эти два зубца, которые неактивны, да, в момент проверки времени, они немножко могут смущать. И не такая, может быть, яркая шкала здесь. А вот в Кобре здесь один зубец всегда в наличии, и он демонстрирует время. Поэтому в этом плане, в плане читаемости, Кобра, конечно, получше будет. Ну, а по дизайну, конечно, кому что больше нравится. Здесь необычная текстура, как вы видите. Такой необычный карбон, а карбон с вкраплениями. И здесь они придумали
покрывать углеродное волокно перламутровым порошком. И вот что из этого получилось. Получилась здесь вот такая красотулечка. Причем каждые часы, естественно, имеют уникальный такой паттерн, да, потому что все это по-разному запекается, да, если так можно сказать. Ну, немножко напоминает дамасскую сталь, ну, хотя, может быть, и не сильно. Все-таки вот эти желтые акценты, они, конечно, делают, ну, часы действительно не похожими ни на что другое. Очень, очень интересно. Ну и понятное дело, что, конечно, углеродное волокно это очень прочно и очень легкие будут эти часы. И они, кстати, без ремешка весят всего 42 грамм. Так что для повседневной носки, ну это просто, конечно, вау, да. А что еще интересного? Здесь по бокам корпуса есть еще и перламутр из Таити. Да, и посмотрите, какая красотулечка. Это, да, такие как будто бы здесь капюшон кобры у нас раздувается, вот такой вот перламутр проявляется. И тоже он, конечно, уникальный дает рисунок такой, и при разном падении лучей, освещения на него по-разному это все будет выглядеть. И блин, ну классно, на самом деле, еще тут вот эти желтые акценты, золотистые, да, части, где вот этот алюминий, к которому крепится вот этот зубец, который показывает время, ну классно. Ну вот в плане дизайна, каких-то новых материалов, интересной демонстрации времени, конечно, да. Вот, то есть вот здесь вот чувствуется какой-то прогресс технологии, когда ребята придумывают новые интересные фишки, их воплощают, и, пожалуйста, это не стоит каких-то безумных денег. Ну, понятное дело, здесь достаточно дорогие часы, они будут стоить примерно $2500, ну, там, возможно, какие-то будут скидосики, купончики, ну, порядок цен примерно такой. При этом будет сделано всего 150 штук таких часов, и каждый, понятное дело, будут уникальными. Здесь суперлюминово, да, у нас швейцарская, ремень резиновый, два ремня, да, в комплекте, как мы разобрались. Сейчас попозже чуть посмотрим черную версию. Водозащита 30 метров, трехмерный, объемный, конечно же, циферблат. Внутри стоит сильно модифицированная Miyota 9039 японская, да, это премиальный механизм от Citizen. И эти часы, ну, в принципе, Cobra, да, не конкретно эта версия, а версия стальная, получила призы уже за дизайн, два приза, немецкий IF институт, да, и в Нью-Йорке получили еще Muse за дизайн. Ну, конечно, глядя на такие интересные часы с такой интересной индикацией, было бы странно, чтобы они не получили еще и призы. При том, что качество изготовления у Атавак, конечно же, ну, просто блестящее. Мы еще посмотрим, конечно же, эту Кобру, а теперь давайте глянем примерно, что тут у нас по размерам, потому что, ну, здесь корпус, он такой разных, да, размеров в передней и задней части. В общем, 43 по самой широкой части. Ну, давайте как бы вот попробуем что-то типа от ушка до ушка, но тоже формально достаточно. 56. Высота в самой высокой части. Давайте посмотрим, сколько получается. 17,8. Ну и ремешок, в общем, где-то здесь 22. 22, ну, понятное дело, ремешок нестандартный, поэтому что-то стороннее здесь будет сложно подобрать, только к мастеру обращаться. Но зато есть система быстрой смены ремешка. Мы здесь нажали на кнопоньку, здесь нажали на кнопоньку. Оп, и все. И все, вот, пожалуйста, у нас этот легкий корпус 42 грамм на винтах, на кнопочках. И берем и ставим черный ремешочек. Ну, захотелось нам черный. Они одинаковые, да, оба из резины, оба с черной застежкой, оба достаточно пухленькие, но при этом, как я люблю, очень мягкие, очень гибкие, и в носке как раз такие вот, особенно когда жарко, когда лето, они очень будут, конечно же, удобны. Ну, давайте, кстати, вообще первый раз вижу подобную систему крепления. Система крепления раз, теперь просунули. И отжалось сюда, и все, у нас ремешок зафиксирован. Ну, момент, и все готово. Вот это мне нравится система. Система крайне удобная, крайне быстрая. Так, тут главное. Вот так вот. Раз, и все. Готов. Ну, с черным ремешком немножко по-другому. Смотрится еще более так сдержанно, я бы сказал. Но не знаю, какой вам нравится больше. Мне, наверное, в базе все-таки больше нравится коричневый. Сейчас я его переставлю, верну, и дальше с ним уже продолжим.
Да, все-таки мне больше нравится коричневый, потому что он лучше сочетается с текстурой корпуса и основными цветами по индикации времени. Но это мое мнение. Возможно, кому-то больше понравится черный. Ну, хорошо, что в базе 2 ремня. 95 с ремнем, так что в любом случае модель достаточно легкая. Застежка здесь раскладная, полностью летая, удобная. Я уже ношу на Тарантуле такой же, да, ну, похожий здесь ремень, хотя, да, в принципе, точно такой же ремень. Итак, мое запястье 18,5 в обхвате. Ну и что у нас получается? Вот такая необычная космическая модель, я бы сказал. Причем индикация повернута именно к тому, кто носит часы, кто смотрит. Как-то немножко похоже, да, на те часы, которые раньше делали электронные часы как бы для водителей в 70-е годы, когда это все было связано с космосом, когда индикация была повернута именно вот в сторону владельца часов. Ну, прикольно, на самом деле, очень хорошо считывается время и, конечно, максимально необычная модель, но вот эта необычность, она за счет того, что легкости своей и за счет того, что часы-то, в принципе, небольшие, ушек здесь как таковых нет, они очень аккуратно и уверенно сидят на запястье. Слушайте, ну мне нравится, как переливается перламутр, мне нравится вот этот корпус с этими акцентами, особенно вот именно в желтом варианте, он такой прям... Ну вот хочется на эти часы смотреть, смотреть индикацию и поговорить о них, да. Класс. Блин, вообще кайфово. Вот эта модель, она, конечно, может быть менее универсальна, чем Тарантула, но в плане вот вау-эффекта здесь, наверное, конечно же, больше всего. Ну а теперь давайте уже поглядим на макро. Ячеистый здесь у нас циферблат, многоуровневый, объемный. Ну, понятно, здесь вся эта индикация, она занимает достаточно большое количество места и объема. И, конечно, монокок здесь вот этот красивый. Он такой действительно похож немножко на дамасский. Кажется, да, что как будто бы это вот как дерево такое, как будто пористое. Но нет, здесь абсолютно гладкие стороны. Ну и накладочки перламутровые. Ай, хорошо. А внутри как будто мы на двигатель смотрим в спорткаре, да, вот здесь, где логотип. Ну и сзади тоже как будто бы на двигатель спорткара. Хороши, пронумерованы все модели. Все лимиточки. Ну что же, гонконгские микробренды продолжают атаковать и предлагают уже и качество, и дизайн, и новые идеи, новые материалы. Все самое интересное, пожалуй, теперь уже давно сместилось туда, в Юго-Восточной Азии. И это, конечно, не может не радовать, потому что так или иначе, все-таки цены достаточно, ну, я бы сказал, относительно доступны. С учетом материалов, с учетом качества, с учетом идей, лимитированности, вполне себе адекватная цена. Что за эти деньги еще можно взять? Да? Ну и, в общем, зайдите, посмотрите в любой супермаркет, что там примерно 200 тысяч рублей. Ну, конечно, у каждого свое мнение, но если что-то хочется такое вот вау, необычное, классное, броское, то почему бы, собственно, и нет. Но, безусловно, это будут, наверное, ваши не единственные и, наверное, не первые, не вторые часы. Пишите, как вам эта модель, что еще такого необычного может быть найти. А на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.